8 декабря 1980 года был убит Джон Леннон. Убийца, которого звали Марк Чепмен, после того, как расстрелял известного музыканта, снял пальто, сел на тротуар, открыл книгу Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи» и читал ее до тех пор, пока не приехала полиция. В своих интервью Чепмен говорил, что эта повесть побудила его к убийству Джона Леннона и советовал прочитать эту повесть каждому. Мы осуждаем убийство гениальных людей, но несмотря на это, сегодня мы с вами поговорим о знаменитом произведении Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи». Привет, дорогие друзья! Это Белинский, и вы смотрите канал, в котором мы с вами обсуждаем прочитанные книги и просмотренные фильмы. Здесь известным большинству людей произведения мы даем свои интерпретации и трактовки. Местами банальные, местами безумные. Впрочем, банальности мы стараемся по мере возможности избегать. «Над пропастью во ржи» – парадоксальный роман, похожий скорее на повесть. С одной стороны, это одна из тех книг, о которых сложно сказать, что она малоизвестна или она нишевая. С другой же стороны, эта повесть все-таки сложна для понимания и, возможно, не всем доступна. Она будто содержит что-то такое, вокруг чего текст постоянно движется, но то, что не так просто увидеть, зафиксировать, понять. Кто-то в этой книге видит неприятного молодого парня, который все время ноет по поводу и без повода. Кто-то видит бунтаря и даже пример для подражания, а кто-то видит плохой пример для подрастающего поколения. Роман «Над пропастью во ржи» сейчас включен в список произведений, рекомендованных для прочтения американскими школьниками. Но так было не всегда. Изначально книгу, получившую огромную популярность, запрещали во многих американских школах. Родителям учеников не понравилась речь главного героя. Они видели в Холдене возможный источник плохого влияния на своих детей. Ситуацию не улучшил инцидент с убийством Джона Леннона, когда Марк Чепмен во время следствия рассказал полиции, что на убийство своего бывшего кумира тот решился после прочтения книги Селлинджера. После этого книгу начали просто изымать из школьных библиотек, и хотя всем здравомыслящим людям понятно, что книга о подростке в красной бейсболке вряд ли содержит шифр с призваниями к убийству, роману понадобилось некоторое время, чтобы эта ассоциация изгладилась. Эта история не единственная странность, связанная с произведением. А главное, что делает книгу по умолчанию загадочной, это, конечно, история жизни ее автора. Селлинджер вырос на Манхэттене и с самого юного возраста занимался литературой и писал короткие рассказы. Продолжая традицию журнальной короткой прозы, его рассказы отличались простотой слога, откровенностью и способностью завладеть вниманием читателя. Все это позволило Селлинджеру еще в свои 25 лет успешно публиковаться и даже быть отмеченным некоторыми журналами как многообещающий автор. Но с началом Второй мировой войны писатель сам вызвался на фронт и, вопреки проблемам со здоровьем, добился того, что был отправлен на войну и даже участвовал в знаменитой высадке союзников в Нормандии. И вот, в 1951 году издается роман «Над пропастью во ржи», и автор мгновенно становится известным и читаемым во всем мире. Его переводят на множество языков, и он навсегда отпечатывается в основании американской культуры, но неожиданно уже в 1965 году писатель закрывается от публичности и на оставшуюся жизнь поселяется в маленьком городе Корншир, штата Нью-Гэмпшир. До конца жизни автор писал только для себя, занимался восточной философией, литературой и выходил на связь с общественностью крайне редко. Впрочем, будучи еще публичным человеком, он оставил нам немного деталей, которые помогли бы понять его творческую эволюцию. О его писательском внутреннем пути нам известно намного меньше, чем о чисто биографических деталях. Известно, что он любил Достоевского, и, кстати, роман «Подросток» Федора Михайловича Достоевского сильно напоминает «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Оба эти произведения рассказаны от первого лица и представляют из себя дневник подростка, который описывает происходящие с ним в прошлом события. Написанные в разное время, в разных странах, разными стилями, эти два разных романа написаны об одном и том же. О романе «Подросток» мы уже рассказывали на этом канале, и ссылку на его обсуждение вы можете найти под видео.
Селлинджер, кроме того, также занимался изучением восточной духовной мысли и христианства. Некоторые части этого пути можно увидеть прямо в его творчестве, как в рассказе «Лапа Растяпа» можно найти прямые ссылки на буддийскую философию, а в «Фрэнни и Зуи» явно прослеживается, что автор серьезно относится к христианству, хотя в итоге настоящее отношение автора становится для нас загадкой. Точно так же загадкой остается для нас и наследие автора, по слухам состоящее из множества рассказов и даже полноценных, хоть и не полностью законченных романов. Архив Селлинджера на момент записи этого ролика по-прежнему остается неопубликованным. Свое последнее интервью автор дал в 1980 году, после чего прожил вплоть до января 2010 года. «Американский затворник» – вот псевдоним, под которым его называли в СМИ. Каждая новость относительно его жизни обсуждалась, и в связи с таким интересным бэкграундом можно оценить и культурный подтекст, с которым связана его самая популярная книга и в котором его видели читатели. Но если на минуту абстрагироваться от этого, то что мы увидим, открыв книгу и просто начав ее читать? Книга рассказывает о жизни подростка по имени Холден Кофилд. Персонаж, давно зародившийся в творчестве автора еще до написания самого «Над пропастью во ржи». Например, в раннем рассказе «День перед прощанием» встречается персонаж под именем Винсент Кофилд. В рассказе упоминается, что у Винсента есть младший брат, которого звали Холден, и который служил в армии. Это уже автобиографическая деталь. В «Над пропастью во ржи» Холден представляет из себя что-то вроде ходячего архетипа, кстати, типичного для творчества того же Достоевского. Персонаж отрицающий, воплощающий в себе одновременно все хорошие и неприятные черты подросткового сознания. В начале сюжета Холден находится в закрытой школе-пансионе, а события происходят в предрождественские дни декабря 1945 года. Главного героя выгоняют из школы за неуспеваемость, и он уезжает домой в Нью-Йорк, но не возвращается к родителям сразу, а решает переждать несколько дней в отеле, пока сама школа не уведомит родителях об отчислении их сына. Основные события книги и происходят в этих декорациях. Холден без присмотра, предоставленный самому себе, бродит по праздничному городу и встречает разных персонажей, каждый из которых помогает читателю лучше понять характер подростка. Вообще, эта книга целиком и полностью держится на фигуре главного героя. Среди писателей есть такое мнение, что условно книги можно разделить на два вида. Книги, держащиеся на сюжете и всем, что связано с формой, и книги вроде Дон Кихота или, кстати, Идиота Достоевского. Эти книги, держащиеся на характере персонажа, вообще, несмотря на внешнюю простоту, требуют большего таланта от писателя, которому нужно создать не роман из множества разрозненных деталей, а сразу из одного цельного и оригинального персонажа. Из этого, как мне представляется, и выходит простота слога автора. Прочтя оригинальный текст, можно оценить легкость, с которой даже не носитель языка может в принципе просто взять и начать читать эту книгу. Слова подобраны простые, и единственную сложность можно увидеть только в жаргонизмах, используемых Холденом. Хотя, с другой стороны, это наоборот добавляет книге просторечности и близости к читателю, живущему в американских реалиях и к которому персонаж таким образом обращается напрямую. Тут возникает своеобразный прием, отмеченный филологами во всем творчестве автора, а именно то, что такой слог в результате своей простоты оставляет некоторый простор для читательской интерпретации. Весь текст будто подразумевает какое-то двойное дно, которое при чтении иногда будто возникает, хотя на него практически нигде нельзя прямо показать пальцем. Правдивость таких простых слов создает психологизм, при котором читатель не только невольно представляет внутренний ход мыслей персонажей, но и внутренний ход мыслей писателя, о чем автор думал и что чувствовал, когда писал каждый конкретный эпизод. Но все же, о чем роман «Над пропастью во ржи»? Можно ли из нытья Холдена Кофилда вынести какой-нибудь месседж? «Над пропастью во ржи» – это гимн инфантилизма. Инфантилизма, который все делает только по настроению. Инфантилизма, который может рассказать про миллион вещей, которые он ненавидит, но спроси его: «А что ты, парень, любишь?» и ты поставишь его в тупик. С этой точки зрения наш сегодняшний мир достаточно инфантилен. Часто нам больше нравится выискивать в любых вещах и явлениях что-то плохое, чем видеть в них что-то хорошее. В том же интернете гораздо популярнее статьи и ролики, которые рассказывают о каком-нибудь трэше, о том, какая есть плохая книга, или о том, какое плохое кино снял Михалков. И эти темы гораздо популярнее, чем рассказы о
о чем-то хорошем. Но Кофилд учится находить что-то хорошее. Он учится находить то, что он любит. Он учится быть взрослым, и он взрослеет в тот момент, когда рядом с ним оказываются дети младше него. Например, его сестра, с которой он ведет себя как взрослый. Ведь ответственность за другое маленькое существо – это единственное, что действительно может заставить человека повзрослеть. Итогом жизни автора стало его отождествление с загадкой. Загадка его жизни, загадка творческого пути, послевоенного опыта и того, как этот опыт повлиял на его решение закрыться от всего мира и десятилетиями писать в стол. Саму эту книгу очень интересно читать, и за событиями, происходящими в ней, не скучно следить. Но, конечно, если рассматривать ее в контексте всего творчества Селлинджера и без контекста культурного влияния, легко увидеть, что она является только началом большого и намного более мощного творчества. После прочтения я хотел бы посоветовать не останавливаться на ней и ознакомиться в первую очередь с авторским сборником «9 рассказов», в котором вы сможете увидеть, куда автор пошел дальше, идя по этому пути творческого развития. Ну а роман «Над пропастью воржи», как бы его ни критиковали и не трактовали, в любом случае навсегда останется в мыслях целых поколений подростков, продолжающих и сегодня задаваться вопросом: куда деваются утки, когда замерзает пруд? Автором сегодняшнего выпуска был Артур Зорин. Я приглашаю вас посетить канал Артура, ссылка на который находится в описании этого ролика. Поставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, а лучше напишите в комментариях, что конкретно вам понравилось, а что нет. А в следующем видео, которое выйдет на этом канале, мы с вами обсудим творчество современного великого режиссера Кристофера Нолана. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока!